Привет, друзья! Замечательная задачка. Дан квадратик, проведены два отрезка, угол между ними 45 градусов. Отрезки эти отсекают на сторонах квадрата. Отрезки длины 10 и 3. И требуется найти площадь этого квадрата. Ну что, решают китайские пятиклассники. Я даю буквы А, Б, С, Д, М и К, и вы можете тоже попробовать решить эту задачу. Вы же не слабее этих китайских пятиклассников. Ну что, давайте попробуем решить эту задачу. Я скажу, что пятиклассники это, конечно, условно, хотя есть очень сильные пятиклассники, которые и формулы площадей простых фигур знают, и даже теорему Пифагора в пятом-шестом классе. Вот это 10, это 3. Ну, первым действием, первым шагом я проведу отрезок МК. Вот кто-то, может, знает свойства треугольника с углом 45 градусов, вписанного в квадрат. Оказывается, что для такого треугольника МК длина этого отрезка равна сумме длин отрезков БМ и КД. И сейчас мы это докажем. Посмотрите, как обычно это делают. Обычно треугольник АБМ откладывают от стороны АД. Вот я вниз так отложу этот треугольник. Вот это будет десяточка у нас. Нормально? Ну, нормально. И проведу вот такой отрезок. Вот посмотрите, что получилось. Прямоугольный треугольничек. Это ДП будет 10. И вот эта сторона равна этой. Все, треугольники, вот этот прямоугольный и вот этот, равны по двум катетам. Я запишу это. Нам нужно найти площадь квадрата. Первым шагом я строю треугольник АДП, который равен треугольнику, ну, какому там, АБМ, по двум катетам. Ну, раз равны треугольники, равны их гипотенузы, АМ равно АП, ну, и что-то еще равно у них. Посмотрите, вот этот уголок равен вот этому уголку, правильно? Правильно. Ну, вот я рассмотрю два угла. Жирная точка и звездочка. Сколько жирная точка и звездочка, углы, дают в сумме градусов? Ну, 45 градусов, потому что от угла БАД, который 90, отбрасываем 45, и получается 45. Но тогда посмотрите, в нашем треугольнике АКП, вот этот угол, КАП равен тогда тоже 45 градусов. Ну и тогда треугольники, вот этот синий треугольник и вот этот синий треугольник равны между собой. Треугольник АМК будет равен треугольнику АПК. Почему? По двум сторонам углу между ними сторона вот эта общая К, АП равно АМ, и углы по 45 градусов между ними, первый признак равенства треугольников. А что отсюда следует? Отсюда следует, что КП, которое 13, равно МК, которое теперь тоже 13. Итак, МК будет равно КП, это из равенств треугольников следует, и равно 3 плюс 10, 13. Это то, о чем я говорил в начале. Оказывается, для такого треугольника вот это 13, 10 плюс 3. Здорово. Ну, а теперь, наверное, мы рассмотрим треугольник МЦК, вот этот. Я обозначу МС и Х. Значит, сторона BC будет Х плюс 10. Но BC равно CD. BC сторона равна CD стороне. И тогда ЦК легко найти. Это будет Х плюс 7. Ну, это можно алгебраически посчитать. Ну, а можно так. Х плюс 7 плюс 3 дают Х плюс 10. И ЦБ Х плюс 10. Все сходится. Итак, в треугольнике МЦК у нас известны или выражены два катета и гипотенуза. Тогда можно применить теорему Пифагора. По теореме Пифагора мы получим х в квадрате плюс х плюс 7 в квадрате равно 13 в квадрате, или х в квадрате плюс 14х плюс 49 равно 169, или 2х в квадрате плюс 14х.
минус 120, я перенес 169, и привожу это уравнение. Х в квадрате плюс 7х минус 60 равно нулю. Ну, здесь легко при помощи теоремы Виета найти корни, хотя можно и при помощи дискриминанта. Здесь 5 умножить на 12 – это 60, здесь нужно поставить минус, чтобы сумма была равна второму коэффициенту с противоположным знаком. И наш корень – это пятерка. Х равно 5. Итак, получается, х равно 5, на всякий случай х плюс 7 равно 12, Пифагорова троечка, 5, 12, 13, но нас интересует вся сторона квадрата, она будет 15. И тогда площадь квадрата 15 в квадрате 225. Ну что ж, присылайте свои замечательные решения. Ну, если задача понравилась, конечно, поставьте лайк, а я с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.